Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят, что ждать от движения по нефти, золоту, рублю, доллару, евро и другим активам сегодня до конца дня и что у нас там с новостным фоном. Давайте начнем с календарика событий, потому что это по сути основа всего. По Германии вышли данные по ценам производителя. Рост на 1,3%. Месяц к месяцу для Германии это чертовски много. Так, ну вот как раз вышла новость сейчас 16:29 о том, что Безос и его команда безопасно приземлились после полета в космос. Итак, одним миллиардером в космосе стало больше. Так, друзья, но если оперировать тем, что было с Virgin Galactic, которая после успешного полета Ричарда Брэнсона начала валиться, здесь ситуация может вполне повториться, потому что покупай на ожидании, продавай на новости. На текущий момент есть ключевой уровень 3500. Если он у Амазона будет пробит, то соответственно в этой ситуации развивается более глубокий коррекционный откат, у которого цель движения будет находиться в районе 3450. И поэтому я думаю, сейчас на новостях о полете Безоса как раз вот эта ситуация разыграется. Если 3500 будет удержан, здесь не возникает пробоя, то нас ждет отсюда коррекционный отскок. Цель этого отскока — движение в район 3590-3585. Вот сюда, к этому значению. Если все-таки пробой сейчас будет, движение на 3500 и соответственно рост объема или проторговочка, то мы увидим дальнейшее снижение. Так, друзья, ну вот возвращаясь к календарику, немножко Безос, лысый ракетчик, отвлек. На текущий момент по Соединенным Штатам негативные данные вышли по строительству. Здесь нюанс заключается в том, что выданные разрешения на строительство, они соответственно меньше и прогноза, и предыдущего значения. То есть это говорит о том, что рынок строительства в Соединенных Штатах начинает немножко барахлить. Ну а текущее восстановление, оно как раз завязано на строительстве. Помимо всего прочего, недвижимость в Соединенных Штатах — это важнейшая веха американской экономики. Ну и помимо того, что она как бы веха, она во многих операциях в виде деривативов, закладных и так далее участвует. Здесь, в общем-то, современный цикл восстановления постковидного, он во многом опирался на то, что шел значительный рост строительства нового жилья и все смежные отрасли. То, что производит пиломатериалы, строительные материалы, оно все цвело и росло. Весной начали падать пиломатериалы. Видимо, это был опережающий индикатор того, что рынок недвижимости Соединенных Штатов насытился и начинается откат. По текущему строительству пока этот откат особо не видим, но вот разрешения, они начинают проседать. Это указывает на то, что рынок недвижимости в ближайшее время будет охлаждаться. Ну и вот объем строительства, он растет на текущий момент. Это, скажем так, позитив, но он относительно слабый. То, что разрешений выдали меньше прошломесячных и прогнозируемых, это указывает на то, что все-таки ковидный фактор. Ну, здесь сочетание на самом деле. И то, что развивается третья волна во всем мире, и то, что та энергия отскока, которая была, она фактически выдохлась. Так, друзья, давайте перейдем к графикам VIX. VIX продолжает расти. То есть здесь, судя по динамике движения, пошло развитие с целью потестить и пробить 28,5-30, вот этот диапазон. Соответственно, если это происходит, то весьма вероятно будет очень существенная распродажа на рынках. Здесь просто как бы сошлись еще обстоятельства, которые заключаются в том, что были достигнуты минимальные значения посткризисные. И, соответственно, эти минимальные значения, они не привели к тому, что индекс страха и волатильности вернулся на докризисный уровень. Позиции здесь набрали, загрузили и пошли наверх. Так, ну, вполне естественно идет, вот сейчас они вошли в унисон, индекс доллара и ВИКС. Следующая цель движения — это пробитие уровня 93.45. Вот пробитие этого уровня, оно ускорит движение, и цель здесь уже будет в районе 94,5. Если по индексу доллара включать более короткие таймфреймы, здесь видно, что все разворотные формации, которые
возникают, 4-часовой график, они просто режутся и, соответственно, идет тупо движение наверх. Так, друзья, далее золото. По золоту развивается растущий тренд. Вот. Единственное, только индекс доллара, он должен все-таки немножко ограничить этот растущий тренд. Поэтому сейчас, на текущий момент времени, если будет коррекционный откат с пробитием 1817-1814, то вот этот рост пока откатится, и, соответственно, золото вернется в проторговку в диапазон 1807-1812. Если сейчас это движение развития не получает, то мы сегодня вечером идем тестировать на 1831-1833. Так, далее S&P. Данные по новым заявкам на строительство, они, конечно, подточили ситуацию. И вот сейчас здесь развивается коррекционный откат, у которого цель сходить на 4240 и потестить вот это нижнее значение 4230. Ну, здесь, если будет пробой, то может возникнуть очень резкое движение на 4080. Ну и критерий того, что этот провал сейчас не состоится, это отбой от вот этого значения, то есть в ближайшее время, в ближайший час, 2-3 должен быть возврат на 4280. Тогда как бы вся эта конструкция на осыпание, она останавливает свое движение вниз. И по факту консолидации мы сегодня далее вечером, либо завтра с утра отскакиваем на 4315. Пока здесь больше доводов для того, чтобы было тестирование вот этой нижней границы. Но если в ближайший час движение не получит развития, то мы спокойно консолидируемся и отскакиваем. Так, друзья, далее нефть. Ну, несмотря на все позитивные прогнозы американских банков, все-таки здесь, я так понимаю, сейчас идет переход в диапазон 66,2-68 и, соответственно, тестирование нижней границы. Если переходить на часовик, сейчас вполне может произойти коррекционный отбой. Цель отскока будет находиться, ну, сюда она, конечно, сейчас не дойдет, но хотя бы может в район 70-70,5 отскочить. На текущий момент, конечно, это кажется несколько невероятным, потому что все разворотные формации, которые возникали, они приводили к тому, что просто выбивало стопы и продолжалось снижение. Вот. Поэтому на текущий момент здесь никаких четких сигналов на разворот пока нету. Соответственно, вот если к 66,2 вот это движение приведет, тогда можно говорить о том, что здесь произойдет коррекционный отскок. Так, друзья, ну далее, конечно же, рубль-доллар идет здесь такое вот движение, поджатие к 74-75, дневной график. Соответственно, если будет пробой и проторговочка над ним, то следующая цель — это движение на 75,3, и здесь попытка закрепиться. Так, ну вот часовик у нас указывает на то, что сейчас весьма вероятно это движение все-таки произойдет. Тестирование 74-75. Но немножко не дошли, вот тут еще как бы нужно взвиться чуть-чуть. И если здесь будет пробой 74, 75, 74 и 8 на объеме, то пойдет движение, у которого цель будет 75, потом 75,3. Критерий того, что сейчас вот этого движения наверх не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 74,4, 74, 35 вот этого диапазончика. Если этот диапазончик мы сейчас откатываемся и пробиваем, то у нас по рублю-доллару пойдет укрепление рубля. Цель движения будет 74,2, 74,1 вот сюда вот. Пока мне что-то такой сценарий кажется менее вероятным. Более вероятным, что сначала будет тестирование вот этого значения, потом пробой, возможно, уход наверх. Ну и, наверное, следующей по ранжировке это консолидация в этом диапазоне. То есть, наверное, на укрепление рубля здесь остается очень мало шансов. Но если сейчас вот это пробитие произойдет, то движение, оно непременно разовьется и очень быстро. Так, друзья, далее евро-рубль. Но сегодня вот такой с утра атомный грипп возник. Но это кто-то может это посчитать указателем. Возможно, это действительно указатель. Хотя евро сейчас не в лучшей форме. Часовой таймфрейм, соответственно, по часовому таймфрейму евро-доллар здесь, я думаю, наиболее вероятно сейчас движение вечером, цель которого будет тестирование вот этого диапазона 87.91.
Опять же, если сейчас нас ждет откат и пробой 87,6, то у нас отсюда будет цель движения на 87,4, вот сюда, к этому значению. Так, друзья, но если смотреть вообще как бы картину по российскому рынку, смотрите, здесь все-таки есть определенный просвет, лучик света в темном царстве, это чермет. Чермет отскакивает, растет, ну, помимо всего прочего, то есть это говорит о том, что весьма вероятно будет продолжение поддержания спроса на сталь. Соответственно, сталь — это строительство, это машины. И поэтому вполне возможно, вот исходя из того, что идет такое движение в черной металлургии, это только репетиция грандиозного обвала, который будет чуть позже. Но у нас есть четкие индикаторы, которые указывают на то, что будет или не будет Армагеддет сейчас. По S&P это пробитие 4080, и по нефти это пробитие 66,2-66. Если таковое мы получаем, то весьма вероятно, что кризис не дотерпел до слякоти. Друзья, это все основные новости, основные события, мое видение того, что происходит. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо за внимание, успехов!